Ох, друзья, как тут крутит, тут аж гнет. Ну что, друзья, всем привет! Очередное видео на канале. Сегодня выбрался на озеро, погода позволяет, небольшой морозик, минус 5 градусов, но правда ветерок там до 12 метров в секунду, там от 6-12, вот. Но выбрался все равно, поскольку на голову ничего не будет капать, валиться, да, мокрый снег, тут был оттепель, слом погоды. Выбирался, получается, я, ну, сейчас вот, может, вставлю там под съемочки. Но ничего не удалось ловить. На Западной Двине был, на озерах, но почему-то глухо. Вот. Ну вот сегодня решил выбраться. Вроде как бы давление нормальное стоит, стабильное, так что буду пробовать. Основная цель сегодня на жерлице щуку, окуня попробовать. Ну, расставился как раз сейчас. Ну и побегаю вот с балансирами, посмотрю. И до обеда вот буду ловить на балансиры. Если до обеда ничего не словлю, закормлю сейчас и закормлю лунки сейчас и буду пробовать подлещика какого-нибудь с обеда. Так что сегодня очень такая насыщенная рыбалка, будем пробовать рыбу. Сейчас снимаю так, ракурс может неудачный, но очень сильный ветер задует пока, чтобы как-то записаться, хоть и микрофоны, ну вот. Так что солнышко сейчас встает. Ну, в общем, начинаем ловить, так что не знаю, что сегодня получится, так что желаю приятного просмотра, поехали. В общем, друзья, тут пока, ну, уже расставился, вот последний флажок остался у меня. Видео есть, обзор на эти флажки. Флажки неплохие, но, получается, половил я вот один раз и кое-какие еще недостатки выявил. Ну, кто смотрел, рассказывал вот про эти шипы. Так что смотрите, я на некоторых срезал, ну, а на некоторых оставил. Вынимаются легко, так что если кто будет приобретать, сразу не срезайте, попробуйте, как оно на морозе будет у вас, получается, хорошо сниматься или нет. Но если будет плохо, тогда срезайте. Далее, получается, вот здесь очень легкий ход был, хоть и регулировал, получается, винтом, да, но все равно леска сбрасывалась. Получается, вот подложил такую, сделал шайбочку. Можно с пластиковой бутылки, но я, получается, вот была от новой куртки, этикетки были, и там такая вот мягенькая такая пластиковая вот была пластинка. Квадратиками нарезал, шилом пробил, вставил болт, получается, и ножницами просто обрезал так вот, чтоб не выпирало. И все, и начал поджимать, и теперь как бы плавно, получается, сбрасывается наша леска. Не должно, получается, образовываться, ну, петель не будет. Потому что если забросит, рыба может бросить, и останетесь без рыбы. И флажки, друзья, это уже вот сам делал. Там были такие красные маленькие, хоть я их там и проклеивал, прошивал, сдалека не видно. Ну, взял старую сигналку, так что у кого есть знакомые на железной дороге или где-то вот в дорожниках работают, ну, кто носит сигнальные жилеты, можете попросить раскроить. Я такие побольше куски брал, ну и на машинке прошил. Вот, теперь сдалека видно будет хорошо. Поскольку красный цвет, ну, он как бы заметен, но очень маленькие флажки. Тут будет зато уже хорошо видно. Вот. Ну и давайте, наверное, установим одну, покажу. Может быть, кто-то только зашел на мой канал, не смотрел до этого. Ну, может быть полезно. В общем, просверлился. Полностью вот эту шубу не буду убирать. Сделаю такой заслон небольшой, чтобы наши флажки не унесло ветром. Вот. Если есть снег, конечно, присыпать хорошо. Ну и промерзать не будет. Все-таки морозик минус 5. Снега особо нету присыпать. Так, в общем, на двойники ловлю. Леску слаживаю вдвое. Вот связываю так на окуне. И двойник. И вот от термоусадки, получается, одью на наш двойник, чтобы когда поклевкой вообще наши крючки не ушли. Все, вот такая канцелярская прищепка, грузик, дно отмерять. Ну, кто-то с грузиком ловит, кто-то без. И стопорок вот, поскольку если без грузиков, чтобы потом каждый раз не одевать нашу прищепку, удобно. Сейчас отмерим глубину, где нам надо.
все, вот отмерили, все, если поклевка опять, сняли, зарядили наш флажок. И будет наша глубина. Ну, я считаю, удобно. Можно гайку обычную, ну кто что там, блин, вообще придумывает. Принцип один и тот же. Вот. И... так. Ну, ловил тут на карасей. Что-то не понравился живец, мне не зимний он. По первому льду, может, да. Пескарик неплохо идет по окуню, по щуке. Под плавничок его. И в луночку вот он пошел гулять. И все. Сейчас еще уберем лишнее. И пойдем закармливать, друзья, наши луночки под белую рыбу. Закормимся до обеда, чтоб, может, подошла. И пойдем блеснить. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что здесь. О, чудно. Чудно, друзья. Полный размот. Опа. Что-то сидит хорошее. Наверное, щука, друзья. А я и ни багор не взял. Опа. Неплохо, друзья. Неплохо начинается утро. Мне повезло, что я за ус ее взял. Вот такая, друзья. Вот такая красоточка, да? Килограммов, ну, 1,5 максимум, не больше будет. Взял их вот. Смотрите, повезло мне как. Я не рассчитывал на щуку. Сегодня погода более окуневая. Вот. Ну, не знаю. Приятно. Возьмем домой на жареночку. А? Класс, друзья. Я рад. Фух. Сейчас перезаряжаемся и ловим дальше. По времени у нас 9:50. Вот, можно было сегодня пораньше приехать, но вот на восходе солнца как раз вот не будет щука браться. Это 100%. Так что ловим дальше, не теряем время. Ну что, давайте закормимся от подлещика. Запыхался, блин. Нашел тут рядышком бутылки, ветки какие-то, но по-любому это ловили здесь. Ну что, кефиром прикормим. На кефир должно неплохо идти. Ладно, все это шуточки. Маночкой прикормим, без кормушки. Кормушку не брал сверху специально. Будет оседать, будет столб создаваться с манки. Может, не хуже будет. В пакете неудобно. Вот, подсмотрел, тут много кто так вот делает в бутылку в эту. Ну да, удобно, не рассыпается, пакет не рвется. Короче, две, получается, луночки возле старых просверлил и две новых. Так что закармливаемся. Идем балансирить сначала до обеда. Ну а с обеда придем посмотрим, что с белой рыбой. Ну, как и говорил. Так что будет обязательно включение. Сейчас все сделаем и ловим. Ну что, друзья, здесь как бы мотает. Вот. Наверное, окунь. Да, был, друзья, не крупный окунь, скорее всего, поскольку лунки подмерзают, надо ходить будет почаще, проверяться. Вот, так что ловим дальше. Там у меня еще один флажок есть поднятый. Хорошо, что увидел, не увидел, точнее, хорошо, что солнце, хоть отблеск от пружинки. Так что сейчас заряжаемся и идем дальше. Еще сработочка, ну, наверное, холостая. Да, друзья, холостая сработочка. Но живет целый, может быть, ветром сбило, не знаю. Но на той второй 100% был окунь.
Может быть, и здесь берется небольшой мелкий окунь, балуется, не может заглотить, живец порядочный и происходит сработки. Но это уже радует, друзья, поскольку с момента установки прошло не очень много времени и, ну, активность какая-то есть, значит, будет активность днем сегодня. Но живец какой-то вялый, может быть, его прикусили. Ну, поменяю сейчас и будем ловить, пробовать балансирить, если еще сработок не будет. Так что смотрим. Ну что, в общем, как и говорил, чтобы сейчас ноги зря не бить, нужно пройти проверить флажки. Вот, потому что подмерзают. Буду между флажками, где расстояние, идти буриться соточкой. Отлично в поиске окуня. Вот. Ну не знаю, если что-то хорошее клюнет, как я буду вытаскивать там, если что-то будет. Вот. Ну и хочу попробовать эту блеснилочку новую. Обзор, кто не смотрел, есть. Вот, 2,8 грамм. Именно по окуню взял. Ну и там вы говорили, интересно посмотреть, как отрабатывать. Единственное, блесну не взял на 10 грамм, потому что я говорю, она должна и 10 грамм потянуть, по идее. Вот, ну посмотрим сейчас, короче. Поблесним. Ну, поснимаю чуть-чуть. Ну, лишнее снимать не буду, потому что ветер, монтировать потом плохо. Хоть и микрофоны везде стоят, защита. Ветер просто лютый. Ну, стараюсь уже скрываться как-то более от ветра. Вот. Ну, давайте попробуем. Так, прикупил немножко. Раньше как-то блеснил, потом все отдал, короче, сейчас по новой. Ну, вот есть такие вот блесенки у меня, вот балансиры все, где покупал. Если что, кому нужно, там, проконсультироваться, выбрать телефончик и ссылочку на магазин оставлю. Вот. Наверное, начну вот с такого голубенького маленького. Он где-то 4 грамма получается. Вот. Посмотрим, как 4 грамма будет играть. Вот. Поводки не ставлю, хотя вот, может быть, надо было поставить, потому что вот щука с утра клюнула, может, окунь не будет активный, а вот щука, ну, не знаю, посмотрим. В общем, по первым впечатлениям, друзья, хочу сказать, да, где-то 2,8 больше не потянет. Потому что, ну, она не хлюпенькая, именно вот под такие небольшие веса. Вот. Если что-то побольше, надо и под какие-нибудь вибы, балансиры побольше уже брать с большим тестом. Ну а так, первое впечатление пока положительное у меня. Ух, друзья, пошло мотать, жара. Ох ты, тут интересно так. Примерзло резко. Что-то хороший сидит, багорик не взял. О, друзья, это кайф. Опять же, такая же где-то взялась. Вот, смотрите. Также вот за краешек. Что-то я багорик не беру всегда с собой. Лежит. Фу, а тут еще леска за краешек лунки примерзла. Вот такая красавица. Щука хорошо берет себе, друзья. Да, но окунь как-то вяленько. Но хоть что-то. Так что сейчас опять заряжаемся, не тратим время.
проходим все флажки, потому что подмерзшие. Вот, и получается ловим дальше. Ох, друзья, как тут крутит, тут аж гнет. Тут аж флажок выгибает. Пошел выход щуки. Ух ты! Хорошая, друзья, там очень хорошая. Лунку вычищать не буду. Ух ты! Ни поводков, ничего нету. Ладно, дадим погулять. Она подходит и ребром становится поперек лунки. Друзья, это видели? Вы это видели, друзья? Вот я все заснял. С багорика соскочила. Блин. Друзья, блин. Ё-моё, жесть, что творится. Камера упала от ветра. Вы не представляете. О, какой у меня мандраж сейчас. Щука-то хорошая. Да главное, что, смотрите, уже достал ее. Из багра чего-то соскочила. Дома интересно, посмотрю. Это, друзья, рекорд. Я таких еще не ловил. Без поводка на флажки. Это что-то. Смотрите, какая. Я не знаю, сколько в ней. Ну, здесь килограмм 5, а может даже и больше. Весов нету. Но дома сделаю взвешивание. И вам обязательно покажу. Вот такая красавица мне попалась. Это... Ой, я счастлив. Просто. Вот такая. Вот такой крокодил, друзья. Это кайф. Все, заряжаю флажки и ловлю дальше, не теряя время. В общем, друзья, вот моя леска. Да, ну, сложена вдвое, вот.
И получается, не знаю, где она была. Ну вот, получается, как она тут была. Узел целый. Или она на узле порвалась. Не, узел, получается, или выше узла, но... Ой, повезло мне, короче. Сейчас перевяжусь и будем ловить дальше. Не знаю, где тройник остался у нее там. Ну, посмотрим. В общем, друзья, нашел двойник. Вон он там. Получается, у нее где-то леска здесь за ус была, зашла. Она, когда я ее вытягивал. А потом, получается, я подбагрил. Леска вышла и, получается, перекусила, и багор соскочил. Но мне повезло. Так что достаю сейчас и перевязываюсь. Немножко тут придется оказать первую медицинскую помощь. Щука повредила руку. Что-то как-то тут... Не сильно, тут чуть-чуть. На морозе плохо останавливается кровь. Сейчас руку надо сполоснуть. Кровь плохо сворачивается на морозе. Сейчас немножко, чтобы не заляпаться в кровь, а то достаешь все. Вот. Ну, друзья, конечно, немножко отошел. Так, конечно, адреналинчику хапнул был с этой щукой. Ну, есть люди сегодня. Вот. Поклевывает, значит. Тоже на флажки ловят. Но еще у других ни одного подъема не видел. Вот. Ну, позже пришли, чем я. Ну, это радует, хоть что-то клюет. Так что сейчас я перевяжусь и пойду дальше, пройдусь по флажкам. Даже некогда сегодня поблеснить. Вот, попробую еще там. А если ничего не будет, пойду попробовать подлещика ловить. Так что смотрим дальше. Так что, друзья, забыл добавить. Аптечечку надо с собой иметь все-таки на рыбалке. Чтобы и таблетки какие-нибудь были, и бинт тот же самый. Хуже не будет. Блин, ветер, конечно, поднялся, жесть. Но, не знаю. Будем ловить дальше. Надеюсь, щука будет активна. Ну, пока, друзья, на флажке тихо. Вот. Решил побалансирить тут блесенками. Ну и что хочу сказать. Блеснами еще не пробовал, но на балансиры что-то, ну, не знаю, не зашла мне эта удочка. Как-то жиденькая она. Ну, так, ну, сама ничего, как бы, а вот эта часть, где возле катушки здесь, когда делаем подброс, как-то прогибается. И боюсь, что если нормальная поклевка, может сломаться. Все-таки под балансиры, не знаю. Ну, не понравилось. Не попробую там заснять как блеснами вообще. Ну и тогда уже подведем итоги. Вот под блесенки, да, вот сейчас хочу сказать, мне нравится. Все-таки у балансира хвосты эти, и тяжело получается для этой удилки. Ну, такие небольшие, там грамма до 6 нормально будет, вот. Ну, а по блесенкам нормально, друзья, нормально. Неплохо так играет. Так что под блесна, как бы, да, но под балансир уже смотрите сами. Мне, скажу честно, не зашло. Под балансир надо что-то брать более получше, с тестом побольше, чтобы и более, чтобы суцельное было, чтобы катушка отдельно была, хлыстик там. Вроде софт перч там есть какие-то от Салма. Не знаю. Ну, вот это под блесна огонь. Ну, балансиры. Ну, еще попробую на следующих рыбалках. Просто сегодня ветерок. Бегать уже не хочется. Еще палец этот час забинтованный. Ну и по флажкам пока бегаю. Снега нету, надо проверять, чтобы не замерзало, чтобы поклевки были. А так, замерзшая леска.
не будет поклевки видно. Собьет живца, да и все. Так что, друзья, половлю еще и уже где-нибудь встретимся в палатке, будем ловить леща или подлещика. Ну, в общем, решил палатку не ставить пока. Вот. Не ставить, посмотреть вообще что да как. Вот, взял мотыля сегодня. Хотя хочу отучиться ловить без мотыля. Вот, ну, попробуем с мотыльком. В какой лунке будет клювать, может, не знаю. Если будет что вообще отзываться на этих лунках. Поставим палатку. Опа, мелкая плоточка. О, еще плоточка. Коты мне скажут спасибо сегодня. В общем, белая рыба тоже поклевывает, друзья. Все путается. Плоточка небольшая, тут окуньки проскакивают. Вот, ну, пока сижу на этой, сейчас еще, ну, покажу вам, что поклевывает. Еще побегаю по лункам и посмотрю, где поставлю палатку. В палатке, ну, интереснее будет ловить. Мужички там тоже за мной сзади сидят, уже палатку поставили. Потому что без палатки, ну, если клюет в одной лунке, палатку поставил, комфортнее, и руки не мерзнут. Я бы и не ставил, но хочется так перекусить, спокойно посидеть. Ну, как всегда, на камеру не хочет клювать. А нет, вот, опа. О, что-то хорошее. Вот. Опа, плоточка ушла. Вот на такую мормышечку. Черное тельце тут такая под козявочку сделана. Неплохая, вот нравится ловить. И подлещик поклевывает, и плотва. Ну вот палатку поставлю, достану, друзья, без мотылку посмотрю. Потому что ветер большой, сейчас игра будет сбиваться. Вообще, друзья, красота было бы. Опа. Вот такая плоточка поклевывает. Вот. Ну, сейчас еще пробегусь, а там уже в палатке или где, может, поинтереснее лунка будет, включимся и будем рыбачить дальше. Шумовку утопил. Я не знаю, чем я сейчас буду лунку пробивать. Ух, дает как, а. В том году на закрытии утопил. Что я утопил в том году? Шумовку. И в этом поломалась новая. Вытащил ручку и ушла опять. Озеро забирает за свои. Озеро, друзья, забирает, конечно. Мы же рыбу берем с собой домой. Вот и она берет. Забирает от нас. Ну ничего, купим новый. Вот, взялась тоже так же, смотрите, как. Хотя нет, друзья, тут как бы леска, я бы сказал, непонятно. Вот такой щупарек. Отлично. Я посмотрю, флажок лежит. Пришел, а он его крутится. Сбил его.
Ну что, друзья, давайте подведем итог сегодняшней рыбалки. Пора собираться домой. Пока еще хочу по-светлому собраться и уехать. Считаю, отловились неплохо, а точнее отловился неплохо. Зарядочка такая неплохая сегодня, 10 километров вот за день навернул. Ну, пока еще домой, там, все 12, может, будет, даже больше. Вот, ну, минус мормышка сегодня и, получается, шумовка. Но это не беда, все купится. Мы тоже озеру должны что-то отдавать за пойманную рыбу. Вот, так что, друзья, не буду вот тратить время, буду собираться домой. Вот, рыбалка доволен, погода шикарная, если бы еще ветра не было. Ну, больше добавить нечего. Так что, друзья, если данное видео понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий, поделимся данным видео с друзьями. Но вам, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.